Всем привет, меня зовут Василя. Сегодня свяжем вот такую вот квадратную корзинку узором вафля. Данный узор на корзинке смотрится просто отлично. Он такой объемный, фактурный получается. Мне очень нравится. Я вязала из полиэфирного шнура 3 мм. Вы можете выбрать другую пряжу. Допустим, выбрать пряжу потолще. Тогда, если вы захотите корзинку такого же размера, то вам в донышке необходимо будет набирать меньшее количество петель. Когда будем вязать донышко, я расскажу, как сделать донышко побольше или поменьше. Корзинка у нас с размером в высоту получилась приблизительно 9 сантиметров и по донышку 14 сантиметров. Будут какие-то вопросы или пожелания, пожалуйста, пишите в комментариях. Для вязания нам потребуется один моточек полиэфирного шнура. Шнур шириной у меня 3 мм. В мотке идет 100 метров. И также понадобится нам крючок номер 4. Для начала нам необходимо будет связать вот такой вот квадрат. Он у меня размером 14 на 14 сантиметров. И для него я набирала 19 воздушных петель плюс 1 петля подъема и провязывала 19 рядов. Если, допустим, вы хотите другой размер квадрата, либо у вас другая пряжа, может быть потолще, то изначально вы набираете петли плюс либо минус 3 воздушные петли. То есть я набираю 19, вы, допустим, хотите поменьше, тогда набираете 16 петель воздушных. И в конце обязательно плюс 1 воздушная петля для подъема. И провязываете, тогда вот если набрали 16 воздушных петель, здесь вы провязываете 16 рядов. Я провязываю 19 воздушных петель и провязываю 19 рядов. Если вы вяжете из полиэфирного шнура, то кончик шнура обязательно подпалите, чтобы он не распускался. Далее набираем воздушные петли, провязываем петельку. Вот эту петельку я не затягиваю, я ее тоже считаю, это у меня первая воздушная петля. Это у меня будет первая, далее вторая, третья, четвертая, 5 и так далее. Набираем 19 воздушных петель. Набрали цепочку из воздушных петель, можно пересчитать. Вот это у нас первая, и вот это у нас самая последняя, 19. Далее провязываем одну воздушную петлю для подъема. И далее вводим крючок во вторую петлю от крючка. Вот первая, вот вторая. Вот сюда вводим крючок и провязываем столбик. Далее в следующую снова провязываем столбик. В следующую. И так провязываем до конца весь первый ряд. Провязываем последний столбик в ряду. И у вас должно получиться в первом ряду 19 столбиков. Можно пересчитать по вот этим вот косичкам. Их у вас должно быть 19. Вот до сюда. Далее мы сразу же спрячем вот этот кончик нити. Заводим крючок вот сюда вот, в центр косички. С края подножку столбика. И выводим кончик нити наверх. Мы его будем укладывать вдоль вязания и провязывать вместе во втором ряду уже. И теперь в каждом ряду у нас будет по 19 столбиков. Делаем одну воздушную петлю, переворачиваем и крючок вводим вот в эти петли. Вводим крючок в самую первую петлю и провязываем столбик.
Далее в следующую. Не забываем вот этот кончик, мы укладываем вдоль вязания. Довязываем второй ряд. Осталось провязать 2 столбика. И вот здесь вот не забываем провязывать последнюю петельку. Вот она. Провязали второй ряд. Во втором ряду у вас также 19 столбиков. Далее снова делаем одну воздушную петлю, переворачиваем и провязываем все точно так же. Начиная с первой петли, провязываем по столбику. Довязываем третий ряд, провязываем последнюю петельку. Если есть необходимость, то не забываем, пересчитываем по вот этим вот косичкам. У нас их должно быть всегда 19. Далее у нас ряды повторяются. Также делаем одну воздушную петлю всегда в конце, переворачиваем и с первой петли провязываем по столбику. Всего необходимо будет провязать 19 рядов, так как я набирала 19 воздушных петель. Если вы, допустим, набирали 13 воздушных петель, значит провязываете 13 рядов. 16, значит 16 рядов. И так далее провязываем самостоятельно. Вот я провязала 19 рядов, у меня получился квадрат. Чтобы у вас донышко было ровное, его необходимо еще отпарить. Можно приложить ХБ ткань и слегка прогладить. Будьте осторожнее с полиэфирным шнуром, проглаживайте на низких температурах. После проглаживания все распрямляем руками, и тогда у вас донышко будет такое вот ровное. Далее мы будем провязывать первый ряд стенок, и по каждой стеночке у нас должно быть по 19 столбиков без накида. Вот здесь вот у нас с этой стороны идут косички. Здесь все понятно. Здесь под каждую косичку мы будем провязывать по одному столбику. Здесь у нас их 19. И с этой стороны, вот они, идут полосочки такие. Здесь их тоже у нас 19. А вот здесь вот по краям вот этим у нас идет волнистый край. Здесь у нас каждый ряд, и в каждом ряду, получается, у нас должно идти по одному столбику. Сейчас я покажу, куда мы будем вводить крючок. Вот у нас вот такие вот выступы. Вот в этом ряду, где вот идут выступы, мы крючок вводим вот за эту петельку. Вот сюда. Вот. А вот в этих рядах мы здесь переворачиваем. И вот здесь вот вводим крючок. Вот она идет, ножка столбика крайняя. Вот сюда будем вводить крючок. Вот в эти места. Сейчас начнем вязать первый ряд стенок. Вот у нас закончился 19 ряд. Здесь мы провязываем одну воздушную петлю. И это у нас будет уже первый столбик вот в этом ряду. Вот идет вот эта косичка. Отсюда у нас выходит уже первый столбик. И сейчас мы переходим к вот этому краю. Итак, смотрим, вот первый ряд, и с этой стороны находим самый последний столбик и крайнюю ножку столбика. Заводим сюда крючок. И провязываем столбик. Далее вот следующий ряд, вот такой вот выступ, и крючок вводим вот сюда, вот в эту петельку. Далее следующий ряд, смотрим, вот здесь вот ножка столбика.
Не перепутайте, не с этой стороны захватываем, а с внутренней. Здесь идет выступ. И вот так у нас будет формироваться первый ряд. Довязываем до конца. Должно получиться 19 столбиков. Вот в конце я провязываю 18 столбик. И здесь вот 19. Все по одной стороне мы провязали 19 столбиков. Можно их пересчитать по вот этим вот косичкам. Далее переходим на эту сторону. Здесь у нас просто мы под каждую вот косичку провязываем по столбику. Вот до сюда, до конца должно у нас получиться также 19 столбиков. Провязали вторую сторону. И далее уже по рядам, вот здесь вот где выступы, мы провязываем вот сюда. И с этой стороны подножку столбика. Провязываем последнюю сторону, заводим вот здесь вот под косички. Не забываем, в этом ряду мы провязываем уже 18 столбиков, так как в самом начале мы уже в данном ряду провязали первый столбик. Поэтому провязываем 18 столбиков. Вот я провязала первый ряд. Далее мы руками вот так вот все поправляем. В процессе вязания он всегда будет скручиваться, поэтому здесь ничего страшного нет. Старайтесь всегда каждый ряд поправлять руками. Мы сейчас сделаем соединение первого ряда. Заводим крючок вот сюда вот под косичку и провязываем соединительную петлю. По каждой стороне у нас узор будет одинаковый и начинаться будет тоже одинаково. То есть первый самый столбик мы будем провязывать рельефно-лицевой. И также по каждой стороне. Вот сейчас мы сделали соединение. Провязываем одну воздушную петельку, слегка чуть-чуть вытягиваем ее. Далее делаем накид на крючок. И крючок заводим спереди. Вот у нас первый столбик. Спереди заводим, обхватываем его, захватили нить и провязываем 2 петельки, затем снова 2. Это мы провязали первый столбик второго ряда, рельефно-лицевой. Далее следующие 2 столбика у нас также рельефные, но с изнанки мы будем провязывать. Делаем накид. Заводим крючок с обратной стороны уже, обхватываем наш столбик и провязываем. И также провязываем второй столбик.
Следующий столбик у нас рельефно-лицевой. Спереди вводим уже крючок. Далее 2 столбика изнаночной провязываем. После 2 изнаночных мы провязываем лицевой. Вот таким образом довязываем до конца. После лицевого 2 изнаночных, снова лицевой. И в конце у нас ряд закончится. Мы будем провязывать 19 получается столбик. Он у нас будет рельефно-лицевой. Вот я довязала одну сторону, и у меня последний 19 столбик это рельефно-лицевой. В процессе вязания у вас стеночки будут немного неровные, не переживайте, в этом нет ничего страшного. Вот провязали одну сторону, вот так вот руками поправляйте. И в конце мы все равно все стеночки расправим, и у нас будет корзинка ровная. Далее провязываем следующую сторону, и узор у нас повторяется. Мы также самый первый столбик провязываем рельефно-лицевой. Делаем накид. Спереди заводим крючок под столбик и провязываем. Далее 2 столбика с изнанки. Снова лицевой. Два столбика изнаночных. И лицевой. И далее провязываем точно так же, как провязывали вот эту сторону. И последующие стороны вяжем самостоятельно. У нас узор повторяется. На углу получается у нас 2 столбика рельефно-лицевых. Не забывайте каждую сторону поправляйте руками. Довязываем до конца самостоятельно. Вот я провязала второй ряд. Ряд у нас заканчивается лицевым рельефным столбиком. На углу у нас их 2. Далее делаем соединение. Также заводим под косичку и провязываем соединительную петлю. Провязываем воздушную петлю, чуть-чуть вытягиваем. Далее в третьем ряду мы провязываем таким вот образом, где у нас идет рельефно-лицевой, также здесь провязываем рельефно-лицевой. А вот в эти столбики мы провязываем по столбику с накидом. Далее снова рельефно-лицевой. Делаем накид, обхватываем наш столбик. В последующие 2 столбика мы провязываем столбики с накидом. Далее снова идет
рельефный лицевой. И 2 столбика с накидом. И вот таким образом довязываем весь третий ряд. Делаем соединение третьего ряда. Одну воздушную петлю чуть-чуть вытягиваем. Далее четвертый ряд мы провязываем точно так же, как второй. Вот здесь мы провязываем рельефно-лицевой, далее рельефно-изнаночный, снова рельефно-изнаночный, рельефно-лицевой. Делаем накид, провязываем рельефно-лицевой, снова накид, рельефно-изнаночный, один столбик и второй. Далее рельефно-лицевой, рельефно-изнаночный, и вот таким образом провязываем четвертый ряд. У нас уже вырисовываются вот здесь вот такие вот квадратики. А далее пятый ряд у нас вяжется так, как третий, и ряды повторяются. Далее вяжем самостоятельно. Я провязала 7 рядов, и теперь мы будем делать обвязку края корзинки. Вытягиваем петельку побольше, заводим крючок вот сюда вот под косичку, вытянули. Далее крючок заводим вот сюда вот между столбиками, данную петельку вытягиваем, заводим крючок в следующую петлю, вытягиваем и провязываем соединительную петлю. И так по всему краю провязываем соединительными петлями. Сильно не стягивайте, чтобы у вас края корзины не стянулись. И у вас по краю будет вот такая вот косичка.